Всем привет! АвтоВАЗ продают, а Рено уходит из России. С надеждой, что это временные меры. Ведь Россия – это второй по величине рынок сбыта для компании Рено. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Мало того, что французская автомобильная корпорация Renault рассматривает возможность передачи прав собственности на предприятие АвтоВАЗ другому инвестору, так они еще объявили о прекращении работы в России. Конечно, они в заявлении добавили приставку «временно», так как никто не хочет полностью обрезать все концы. Заводы уже стоят, причем все, и АвтоВАЗ в том же числе. АвтоВАЗ перенес плановый корпоративный отпуск, который планировался летом, на период с 4 по 24 апреля. Это связано с недопоставками электронных компонентов и с целью недопущения сокращения заработка сотрудников. АвтоВАЗ ведет активную работу по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями из России и Китая. Но зачем искать замену забугорным комплектующим, надо просто их скопировать и делать самим. Китай копирует все и не стесняется, и никого не боится. Чем мы хуже их, скажете вы? А я отвечу, возможно, выход именно такой. Но АвтоВАЗу стоит помнить, что нет у нас друзей извне, только сами спасем себя. Надо инвесторов держать на коротком поводу. И не позволять им иметь 68% в производстве, самое много 35%, остальное должно быть свое. Нужно иметь свои заводы для изготовления комплектующих. Вот тогда никто бы и не уходил и не приостанавливал свою работу. Глядишь, и машины были бы дешевле. Нужно развивать свое и не заглядываться на чужое. Кстати, на производство универсальных автомобильных компонентов для поддержки российского автопрома дадут 30 миллиардов рублей, которые будут выделены из средств, получаемых бюджетом в виде утилизационного сбора. Вот если эти 30 миллиардов рублей пойдут по назначению, а не в карман кому-то, то всех можно спасти и все наладить. Также АвтоВАЗ с июля этого года начнет производить специальные версии некоторых моделей Лада, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Специальные версии подразумевают машины без АБС, системы стабилизации, мультимедийной системы и других опций. Круто, импортозамещение на уровне 60-х годов, скажете вы. Ну а что делать? Останавливать полностью производство тоже не вариант. А на рынке сейчас у нас все по-прежнему. Накрутки, доп. Оснащения, доп. Услуги и цены выше потолка. Но курс рубля вернулся почти к досакционному уровню. Почему же цены на автомобили не падают? Так тут ведь как с бензином. Нефть дешевеет, нефть дорожает, а бензин в лучшем случае остается по той же цене, а в худшем дорожает. Почему же нет связи? Связь образуется лишь в том случае, если будут выполняться два условия. Первое – стабильность курса валюты. Ведь он скачет вверх-вниз, и никто не скажет, каким он будет через месяц. И если 80 рублей за доллар продержится хотя бы 4 месяца подряд, тогда можно будет говорить о зависимости, да и то она будет непрямой. Потому что должно выполняться второе условие – наличие автомобилей. А поскольку их нет, на оставшиеся машины цены можно устанавливать просто с потолка, плюс-минус миллион. Хотя ставить совсем уж неадекватные ценники тоже бессмысленно. Но кто купит Весту, скажем, за 5 миллионов? Или Камри за 15 миллионов? Ну и обещанная мною шутка юмора. Купила китайская компания завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запустили конвейер, бац, на выходе Жигули пятерка. Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают, снова получилась пятерка. Увольняют весь персонал завода, привозят работников из Китая, налаживают, проверяют, запускают, на выходе вновь Жигули. Около завода холм, на нем отдыхает экс-главный инженер и экс-директор завода. Смотрит на все это инженер директору. А я тебе говорил, место проклятое. А ты мне, руки у вас растут не из того места. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Насколько временно ушло Рено? Давайте пообщаемся и подискутируем.
И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните о том, что все пройдет.